Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто». Подписываемся на канал. Я рад вас всех очень видеть. Вы все прекрасные и замечательные люди. Вы должны это помнить, знать и понимать. Никто не является плохим или хорошим. Есть только тот путь, который человек может сам проживать и сам реализовывать в этой жизни. Как мысли, так и физические проявления, игры всякие. Мы говорили в том видео о смерти. И у меня очень, конечно, тяжело получается, я не могу сконцентрироваться, у меня мысли начинают бегать, потому что информация идет с разных каналов, как это называю я. И она смешивается в одно, и нет концентрации. Я сейчас постараюсь как-то ответить, может быть, с листочка прочитаю и потом отвечу. Так, смерть. Есть она или нету? Надо ее бояться или нет? Страшнее ли она, чем рождение? Нет, смерть не страшнее рождения. Смерть так же прекрасна, как и рождение. Если человек живет достойно жизнь человеку. Он тогда принимает, понимает и осознает всю жизнь. Он понимает, что ему дали прийти сюда, и он понимает, что он будет уходить с этой жизни. Так же само, кто ему дал жизнь, тот его и позовет домой. Соответственно, это небольшой период времени, который никто не знает. Почему? Потому что этот человек должен ценить каждый день. Не отлаживать на завтра. Если человек отлаживает на завтра, значит у него нет понимания, что он живет очень короткий период времени. А кто не ценит, тот, конечно, может и заболеть болезнями, и страдать. Но опять же, это его личный выбор. Нужна ли вера человеку или нет? Да, вера нужна. Вера, прежде всего, в Творца, в того, кто создал это тело. Это самое важное. Без этого человек, никак не может. Никак, потому что все, что мы добиваемся в жизни, в спорте, в искусстве, в математике, в физике, химии, все исходит из веры, а потом воплощается, материализуется в физический мир. Человек верит, он копает, накопал. А Творец – это такое поле, где ты не начнешь копать, ты везде что-то откопаешь. Это нескончаемое поле. Познание себя и окружающего мира. Везде, где ты начнешь копать, ты что-то откопаешь. Так что не бойтесь, начинайте копать. Кто куда хочет. Лишь бы это не мешало другому человеку. Если это будет мешать другому человеку, это не в ваших интересах. Надо везде стараться находить согласие, ни в коем случае не осуждать никого и идти в гармонии с окружающим миром, землей и людьми, и обществом. Должна быть культура объяснения, что такое смерть и переход из физического тела. Да, это очень важно объяснять детям, это важно объяснять взрослым, потому что все этого боятся. А почему боятся? Потому что живут недостойно. Конечно, в религиях там запугивают, что вас там казнят. Никто казнить никого не будет, просто вы получите по заслугам. Честно, согласитесь, каждый из вас. Поступаете плохо, получите плохо. Поступаете хорошо, получите хорошо. Всякие ведьмы, шаманы, маги. Чем вы занимаетесь, вы то и будете получать. Стоит ли этого бояться? Нет, не стоит. Если вы на этот путь стали, или прекрасный человек, красивый какой-то, мудрый, несите эту ценность. Все, не надо изобретать велосипед, все очень просто. Думаете гадости, помните, что говорил Иисус, что говорили мудрецы все. Что в мозгах ничем не отличается по тяжести совершенного греха, назовем так, что вы сделали физически. Вы обидели так, или вы помыслили о нем, одно и то же. Соответственно, учитесь работать с двумя компонентами – мыслями и словами. И все у вас будет прекрасно.
проблем не вижу никаких. Я понимаю и то, и другое. Ну, то есть, я понимаю, что можно делать плохо, и ты получишь по заднице. Я понимаю, что ты делаешь хорошо, и ты будешь так же само получать прекрасно. Но выбор сделан мной лично. У меня не возникает никаких вопросов и ни ответов, и это естественно стало. Просто естественно. Большая путаница на Земле происходит потому, что людям не объясняют, кто они, ихние правила, как взаимодействовать на Земле. Не объясняют это детям, родители. Это очень важно объяснять. Вы помните, что если вы не научите своего ребенка и сами не научитесь, прежде всего вы должны сами научиться, чтобы научить ребенка. Если вы не знаете сами предмета, то вы никогда не научите этому предмету другого. Соответственно, учитесь сами. И возраст не играет никакой разницы, поверьте. В 77 лет так же само надо это изучать, если он не понимает, любому человеку. И когда он скажет, что он уже отжил, то он очень ошибается. У него игра начнется все с самого начала и с того же момента, на котором он закончил. Так что учите всю жизнь, чтобы начать потом с лучших моментов. Есть ли реинкарнация? Да, есть. Есть. Но опять же, каждый будет получать потом свою судьбу такую, какую он заслужил. Так что не думайте о людях плохо, помогайте, уважайте. И это в ваших же интересах, прежде всего. Вот кто бы мне сказал вопрос, зачем там уважать, учиться любить людей, понимать, искренним быть. Это в ваших интересах, прежде всего. Это не в интересах даже того человека, кого вы делаете, это в ваших интересах. Чем быстрее вы научитесь, тем быстрее вы пойдете танцевать. Очень важно детям объяснять так же само, как могут случаться быстрые смерти. И объяснять ребенку, не отлаживать это, как вы его будете предостерегать, что вот это может быть, и ты можешь уйти. И все, и ты уйдешь с нашей семьи, соответственно, не делай тот поступок, там, не лезь в электрику, через дорогу переходи, потому что машина может сбить и будет очень больно. И объясняйте это постоянно, технику безопасности. Ну и также сами это помните каждый день. Когда человек забывает о смерти, ему кажется, что он бессмертный. Что хочу, то и делаю. Все любители алкогольных напитков, быстрой езды, каждый человек находится в безумии. Соответственно, он приближает себя ближе к пропасти по своему собственному выбору. Это его выбор. Хочет пьяный садиться за машину, за руль, едет, сбивает, но он думает, что это его минет. Поверьте, никого ничего не минет. Потому что правила для всех одни. Это важно объяснять, что если вы собьете человека, детям, потому что они вырастут, потом будут машину водить, ты будешь нести наказание. И не только в физическом теле на земле, но и в духовном. Духовное страшнее, чем физическое. Намного страшнее. Человек думает, посижу. Нет, не посижу. Деньгами никто не откупится. Поймите. Тот, кто выращивает ваши волосы на руке, он же вас не оповещает, что тут будет одна волосинка, а не 3. Они сами растут. Также и вы будете жать плоды, которые вам будут даны. Соответственно, что я могу сказать только там? Миша, говорю. Миша, не выдирай волос, будет больно. И все. Будет больно телу, и ты будешь боль ощущать. Пусть растет, не мешает. Так и человек должен аккуратно относиться ко всем. Нанесешь травму, заберешь жизнь другого человека, будет больно. Кому? Тебе. Все. Правила простые. Так. Многим людям кажется, что они бессмертные. Я даже не знаю почему. Потому что они думают, сегодня отдохну. Я не исключение, честно. Вот я вел образ жизни такой, был довольно-таки, я чувствовал себя бессмертным. В чем очень сильно ошибался.
был много раз на пороге возле смерти и не понимал в тот период ценность жизни. Только когда ум начал трезветь, состояние приходить осознанности начало, я начал понимать все безумие, мной творимое, мной лично. Я понимал, какую цену я могу понести, если я не остановлюсь. Я и жал плоды очень много. Я получал тоже очень много, как я называю, по попе за свои поступки. Но это осознанно, я понимаю. Я понял, что я посеял, то я и пожал. Все, вопросов нету. Протокол, печать, сдал, принял. Так. Что человека может привести к депрессии, к желанию умереть, когда человек не нужен обществу? Вот если человек не служит обществу, он погряз в своих эгоистических желаниях, у него есть желание уйти из жизни. Ну, поверьте, каждый человек, кто меня услышит. Если у вас депрессия, ищите выход. Не прыгайте со скалы. Как бы вам тяжело не было. В литературе ищите, в познаниях, в вере любой, религии. Любая вера, она все равно отрезвит. Не имеет значения. Мудрецов читайте. Кто на нашей территории православия, это вот так вот хватит. Мудрецов столько, что я не знаю, что придумать, он почитай, все уже пройдено другими людьми. Но каждый пытается изобрести свой велосипед. Ну, кто пытается, успехов могу пожелать. И депрессия. Выходите. Поймите, что нельзя уходить легко с игры. Это легкий уход. Сам там что-то выпрыгнул, съел. О, я устал, я не могу. Будете жать плоды. Плоды. Вам дали жизнь, живите. Вы сами все просите сюда прийти. Я в этом уверен. Так, смерть не страшнее рождения. Ну, это понятно. С света пришли, в свет уходим. С тьмы пришел, в тьму можешь уйти. Потому что здесь на земле поднимаются энергии с низших миров. Они мечтают попасть сюда, чтобы побыть. Есть высокочастотные люди. Побыть здесь в миру, научиться, и чтобы их энергия поднялась в течение жизни. А поднялась это прекрасные мысли, поступки, желания, служение людям. Служение. Ты им просто служишь. Мое служение идет в искусстве. И вот даже вот это я рассказываю, это тоже идет мое служение. Я делюсь тем опытом, который у меня есть, который я чувствую, понимаю, осознаю и могу донести другому. Понимает он, не понимает мне это не сильно важно. Мне важно, что я ощущаю. А сможете ли вы это понять, это зависит уже от вас, а не от меня. Понять, услышать и применить. При рождении ребенка очень важно понимать, что ребенка надо учить. Вот я не знаю, как может взрослый человек этого не понимать, ну потому что многие рано рождают детей. Ребенок, если рождается, вы должны ему уделять внимание. Вы должны его обучать, заставлять трудиться. Трудиться никто не любит. Но надо трудиться в том направлении, куда у него чуть-чуть стоит желание. Ему надо прививать труд. Любому ребенку. Будь то финансово, будь то физически. Но так как мы находимся физическое надо всем. Всем. Но это говорят доктора, профессора. Все говорят одно и то же. Если вы это не делаете, у вас потом болезни, никто вас не карает, вы сами себя убиваете. Добровольно. И ответственность берите за все на себя. Не возлаживайте на других. Тот меня научил. Когда ты уже сам, там, Егор говорит, мне родители не научили. Когда ты уже сам начал понимать это, ответственность лежит уже на тебе. Ты можешь себя исправить, ты можешь себя воспитать, ты можешь себя заставить. Так что никогда не показывайте в эти стороны. Всегда только в эту. Если вы желаете, чтобы ваши дети были счастливые, им надо объяснять, что есть рождение и есть уход, смерть.
Почему? Чтобы вы объяснили это промежуточное состояние, что мы называем жизнью, его надо ценить и использовать, и понимать, что оно не вечное. И все здоровье, мышление, все в его руках. Как он проведет этот короткий этап жизни, она очень коротка. Кому 70 лет, 60 меня смотрит, вы понимаете, что оно вот так вот щелчком прошло. Я понимаю, что мой короткий период вот так вот прошел. Я понимаю, что он так закончится. И я это принимаю. Я это осознаю с радостью. Потому что то, что могу, я делаю. Все. Больше от меня ничего не зависит. То, что я могу, я стараюсь делать. То, что нет, значит, оно мне не надо. Но прежде всего счастье. Что такое счастье? Это когда человек осознает полностью процесс, который происходит с ним на планете Земля. От начала его рождения до последних дней его жизни. Этот процесс самый важный. Осознание, что ты присутствуешь в короткой игре под названием «Жизнь», в которой есть свои правила. Ты их не отрицаешь, не убираешь, ты понимаешь, что они существуют. Уже взрослые люди, многие поняли на своем пути и на своем веку, что ты сеешь, то ты жнешь. Третьего не дано. Думаешь плохо, получишь плохо. Поступаешь плохо, получишь плохо. И причем от этого может быть не только по вам, а по вашим детям. Вы будете потом от детей чувствовать плохо. Или с ним что-то будет случаться. Вы думаете, меня минуло. Жизнь такая разумная штука, что она будет, может, через детей, через будущие поколения бить. По вам же. И вы будете многие говорить, кто поступает ненравственно, что лучше бы по мне ударило, а жизнь скажет нет. Теперь будешь терпеть. Так что мой совет каждому человеку. Думайте, что вы говорите. Думайте, что вы думаете о людях. Думайте, как вы поступаете. Учитесь думать позитивно. Поступать позитивно. Это в ваших интересах. Это не в интересах даже других людей, это в ваших личных интересах. Вы создаете свою жизнь. Вы творец своей жизни. Вы творец своего дня. Как вы проживете, вы же не знаете, каждый может уйти завтра, послезавтра. В этом красота этой жизни, что никто не знает, когда он будет уходить. Но он уйдет в то время, когда ему будет надо. Потому что его высшее «Я» само скажет: все, достаточно. И пора уходить домой. Не умирать. А домой всегда приятно идти с хорошим настроением. Чего желаю я и вам, всем, дорогие мои друзья. Живите нравственно, поступайте нравственно, уважайте друг друга, родителей, братьев, сестер. В душе прежде всего уважайте. И любите. Всем хорошего настроения. Мужикам, девушкам, люблю, обожаю всех без исключения. Всех детей, всем хорошего настроения, до новых встреч. Подписываемся на канал.